Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Есть ошибки, которые совершают зрелые женщины за 60. Немолодые женщины, давайте говорить прямо. Потому что все фразы вроде «я молода душой», «женщине столько лет, насколько она выглядит», они немного лукавы. Женщине столько лет, сколько лет назад она родилась. Например, 50 или 60 или больше. И это совершенно нормально. Выглядеть можно отлично, восхитительно, но при этом оставаться в одиночестве. Если нет желания любить и быть рядом с кем-то, если одиночество – это выбор, то все в порядке. Есть другие у человека смыслы и цели, надо его уважать за это. Это не одиночество, а уединение. А если хочется любви, но отношения распадаются, иногда причина в этой трагической ошибке, которую показал Ги де Мопассан в своем романе «Милый друг». Он описал отношения развратного авантюриста Жоржа Дюруа с госпожой Сюзанной Вольтер. Ей в романе чуть за 40, но в XIX веке это был солидный возраст. И выглядела она роскошно. Полная такая ухоженная дама, которая подпрыгивала потешно, называла себя птичкой и девочкой и сюсюкала, как школьница. Видимо, с ней такое от любви произошло. Вслед за спокойной осенью наступила вдруг нелепая чахлая весна, так это описывает автор. И от любви красивая зрелая дама начала вести себя как шаловливая толстая девчонка. В скором времени Жоржу просто опротивила госпожа Вольтер, отношения с ней тяготили его неимоверно. Диссонанс был настолько силен, что возлюбленный начал ее испекать, а она не могла взять в толк. Что случилось-то? Вот это и случилось. Мы забываем, сколько нам лет на самом деле, и можем потерять достоинство, присущее нашему возрасту. Можно привлечь любовь страстью и статью царицы Дидоны, а не кокетством Джульетты. Вот о чем пишет Мопассан. Ребяческое поведение зрелой женщины отталкивает. Оно неконгруентно, оно диссонирует с ее образом, придает комичность. Полная красивая дама – это одно, толстая хихикающая немолодая девчонка – это другое. Счастье и любовь в зрелости находят те, кто не впадает в детство, не старается молодиться и говорить специальным тоненьким голоском, щебетать. Кто не подпрыгивает, изображая птичку, кто с королевским достоинством принимает свой возраст как награду и достижение, кто с почтением относится к себе. И вот эти женщины находят свою половину гораздо чаще, чем немолодые девочки. Потому что главное условие счастья – это соответствовать самому себе, как считали древние скандинавы. Улучшать себя, украшать, уважать, но не изображать никого. И помнить свое имя, свой возраст, свои достижения, свои испытания, свой род. Вот это важно для обретения личного счастья, которое, бесспорно, может прийти в любом возрасте. В 30 я покупала второй шкаф для вещей, в 60 второй холодильник. В 30 подчеркивала фигуру, в 60 скрываю. В 30 любила гулять по городу, в 60 по лесу. В 30 смотрела больше на мужчин, в 60 на собак. В 30 к мужчине хотелось прижаться и обольстить, в 60 прижаться и пожалеть. В 30 с горы хотелось прыгнуть, в 60 сползти. В 30 хотелось выпить и поплясать, в 60 поесть и лечь. В 30 хотелось красивого мужчину, в 60 тоже, но врача. В 30 думаешь, что все только начинается, в 60 осознаешь, что так и не началось. В 30 считала количество любовников, в 60 количество калорий. В 30 хочется тряхнуть гривой, в 60 стариной, но боишься песчаной бури. В 30 боялась потерять мужчину, в 60 ключи. В 30 хотелось казаться, в 60 быть. В 30 любила новую обувь, в 60 старую растоптанную. В 30 радовалась накрытому столу, в 60 регулярному стулу.
В 30 был выбор мужчин, в 60 исчез. Молодых стесняюсь, старых не хочу. В 30 всматривалась в зеркало, чтобы увидеть красавицу. В 60 всматриваюсь в лица внуков, чтобы увидеть себя. С точки зрения молодости, жизнь есть бесконечное будущее. С точки зрения старости, очень короткое прошлое. Чем старше вы будете становиться, тем прежде чем что-то сказать, вы сначала будете долго молчать, обдумывая каждое слово, а потом, возможно, так ничего и не скажете. В моем возрасте торопиться опасно, нервничать вредно, доверять глупо, а бояться поздно. Остается только жить, причем в свое удовольствие. Видела сегодня седую старушку. В автобус войдя, она села со мной. Косынку заправив рукою за ушко, она телефон свой достала чудной. Обычный мобильный, серого цвета, и пара царапин мелких видна. Но необычным в нем было не это. Меня удивила надпись одна. На экране его загорелась «Любимый» и фото седого в очках старика. Она, подняв трубку, ответила: «Милый, доктор сказал, поживу я пока. Я села в автобус, уже близко к дому, не нужно, не вздумай, обед не готов. И пусть кто-то мыслит сейчас по-другому, но я уверена, что видела любовь». А сейчас послушайте рассказ про девочек за 60, умеющих шить. В нашем бассейне есть сауна, где каждое утро собирается веселая стайка девочек. Груди их слегка подпортила бессердечная гравитация. Они не бреют зону бикини, не борются с целлюлитом, потому что все равно бесполезно. Они не комплексуют из-за своих тел и никогда не надевают в сауну купальники. Они разговаривают громко, смеются в голос и задорно размахивают полотенцами. Обсуждают политику, звезд, мужиков, показывая потрясающую осведомленность в мирских делах. Затем той же веселой стайкой бегут гулять по осенним аллеям или в магазин, где распродажа, или даже в кино. Да, этим девочкам уже далеко за 60. Они одиноки, активны и счастливы. Да. Мне поначалу казалось странным их позднее осеннее счастье. Мне почему-то казалось, что счастье – привилегия среднего возраста. Ведь столько всего есть: и работа, и семья, и возможность доказать миру, кто ты есть на самом деле. В детстве давят ограничения родителей, а в старости… Что там может быть хорошим в старости? Однако, если задуматься, то понимаешь, что счастье в среднем возрасте – гость крайне редкий. Почти весь отрезок жизни от 30 до 60 лет человек занимается тем, что кому-то что-то доказывает и кому-то что-то должен. Должен ходить на работу, заботиться о родителях и детях, делать карьеру, участвовать в бесконечном соревновании. Мои девочки уже отдали обществу все долги и больше не хотят крутить лапками в колесе. Мои веселые девочки-бабушки иные. Они начинают свой день так, как всегда хотели, с небольшой зарядки в бассейне, классного клуба и посиделок в сауне. Клуб сделал утренние часы супердемократичными по ценам. И предприимчивые дамы коллективно разжились абонементами, урвав еще больше скидок. И что самое интересное, ходят практически каждый день. С радостью, как на праздник. Их больше не ждут грозные начальники или тупые подчиненные. Им не надо вставать посреди ночи крепующим детям. Они живут ровно так, как хотят, как всю жизнь мечтали. Меня всегда волновало, как живут женщины за 60 без любви. Теперь понимаю, прекрасно живут. Любовь, как в подростковом возрасте, заменяет крепкая женская дружба. Они реально похожи на стайку веселых гимназисток. Ума не приложу, откуда в них столько энергии. К черту конкуренцию, секс и вечные диеты. Гуляем, дамы. Я тихонько аплодирую вам, девочки, умеющие жить. Умеющие жить в любом возрасте. Если этот возраст осознавать и принимать, конечно. Поделитесь в комментариях, как вы представляете себе жизнь после 60.
Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!